Здравствуйте, дорогие зрители! В этом выпуске мы будем рисовать, делать аппликацию. В общем, будем создавать вот такой красивый объемный рисунок на торте. Начинаем нашу работу с обтяжки торта. В этот раз будем рисовать на мастичном покрытии. Перед обтяжкой мастику надо хорошенько размять, чтобы она стала пластичной и мягкой. Сначала раскатаем небольшую часть мастики для обтяжки сверху. Крепить мастику можно на обычную воду, перед этим смазав влажной кисточкой сверху. Под обтяжку торта хорошо подходит крем-ганаш, крем белковый масляный. В общем, те крема, которые создают более плотное покрытие на торте. Мастику крепим обязательно на охлажденный торт. После обтяжки верха торта переходим к обтяжке бока торта. Для этого нам нужно измерить высоту торта и окружность. Исходя из этого, нужно раскатать пласт мастики, соответствующий размеру, и вырезать ровный прямоугольник по размерам. Чтобы отрезок получился ровным, пользуйтесь силиконовым ковриком с разметкой и также линейкой. Эту часть мастики также смазываем водой и обтягиваем бок торта. Для обтяжки торта можно использовать покупную мастику, именно для обтяжки торта. Мастику, сделанную в домашних условиях. Лучше всего, конечно, использовать шоколадную мастику, потому что она вкуснее всего, но она имеет немного желтоватый оттенок. Для данного торта я использую универсальную рисовую мастику, она также отлично подходит для обтяжки торта. Стыки надо хорошо соединить друг с другом. Сначала хорошенько сглаживаем руками, а потом с помощью утюжка надо постараться загладить стык, чтобы он был заметен как можно меньше. После того, как мы обтянем торт мастикой, желательно его оставить на несколько часов, чтобы мастика немного уплотнилась и не было такой мягкой, сырой, как говорится. Сегодня будем рисовать сказочного героя. Я так понимаю, что это лесная фея. Рисунок у нас будет в двух экземплярах, цветной на планшете. И вот нужно распечатать для перерисовки вот такой скан. Все сканы и заготовки я опубликую в телеграм-канале. Кстати, можете переходить по ссылке и не забывайте подписываться. Там будет весь нужный материал для данного видеоурока. Кстати, если вы только начинаете рисовать, я советую начинать с рисунков среднего размера, желательно даже побольше, потому что маленькие рисунки рисовать сложно, а вот большой объект намного легче. Этот рисунок мы сначала будем переносить, а потом зарисовывать. Для переноса рисунка я использую обычную влажную салфетку. Перед этим ее нужно постирать хозяйственным мылом, высушить и прогладить. Смотрите, она гибкая, тонкая и прозрачная. Итак, сначала мы перерисовываем наш рисунок на вот эту салфетку. Рисуем обычным простым карандашом. Смотрите, нам не нужно перерисовать полностью весь рисунок. Нам надо срисовать основные моменты. Это овал лица, глаза, главные моменты, расположение туловища, рук, где у нас будут волосы, где будет ушко. Вот обозначим, где будут начинаться крылья, где у нас будут листья. Вот самые главные моменты обозначаем. Вот посмотрите, это уже наш срисованный рисунок, только основные моменты, как я сказала. Теперь нам нужно салфетку прикрепить на торт. Я использую обычную мастику тоже. Вот немножко прикрепляем, оно будет хорошо держаться, так как салфетка очень легкая. Прикрепляем с 4 сторон, сильно не прижимаем, чтобы мастика не соединилась с покрытием, и потом мастика легко снимется. И теперь, чтобы перенести с салфетки рисунок на покрытие, нам нужно использовать влажную краску. Красители разводим не водой, а водкой. Мы можем развести такой цвет, телесный оттенок. Вот такая тональность мне подходит. И смотрите, сейчас мы можем переносить рисунок с помощью кисточки.
Надо следить, чтобы кисточка все время была влажной, и чтобы у нас отпечатался наш рисунок на покрытие. Или с помощью того же карандаша. Мы тоже его макаем вот в эту разведенную краску. Он будет влажный и также будет хорошо отпечатываться на мастичном покрытии. С этим понятно. Перерисовываем либо карандашом, либо тонкой кисточкой. Но самое главное, чтобы краска была влажная и чтобы у нас рисунок хорошо отпечатался на мастичном покрытии. И теперь для зарисовки будем использовать уже планшет с рисунком цветным. Берем кисточку синтетическую, небольшого размера, но мягкую. Начинаем рисовать от самых светлых оттенков. Сначала берем ту же краску, телесный оттенок, и просто закрашиваем область лица, шеи, рук. Глаза оставляем, волосы оставляем, вот только тело. Если вдруг получается слишком насыщенный цвет, его можно растушевать. Берете другую чистую кисточку побольше, просто макаем в водку и растушевываем. Теперь некоторые элементы нам нужно сделать объемными. Начинаем с уха. Для этого также используем мастику или тот материал, с которым мы работаем. Приклеиваем с помощью воды и с помощью инструментов формируем сначала ушко. Делаем часть локонов, волос, крепим на покрытие. И инструментом хорошо прижимаем и с помощью ножа имитируем волосы. Так как сейчас мы будем выкладывать волосы возле уха, нам его нужно докрасить. Сначала окрашиваем тем же тоном, что лицо, а потом немножко тонируем, затемняем его в середине, чтобы создать эффект настоящего ушка. Ну и пока у нас кисточка с коричневым оттенком, можем пройтись. Я вот еще подкрашу брови и наведем контуры, важные контуры вокруг лица, шеи и руки. Теперь переходим к зеленому цвету. Мы сделаем фон под листья. Берем светлый салатовый цвет, также разведенный с водкой. И вот наносим просто как бы тон зеленого цвета в тех местах, где у нас будут листья и венок. Обращаю ваше внимание, что вы можете зеленый цвет брать с разной тональностью. Видите, я тут немножко добавляю желтого, он становится больше такой теплый, салатовый, здесь холоднее. То есть не обязательно использовать только один оттенок. Вы его смешиваете с разными другими, а также оставляем место для крыльев, волос, чтобы наша композиция смотрелась гармонично, не была пустой. Мы заполняем пространство вокруг феи также таким светло-салатовым зеленоватым оттенком. Тон вокруг рисунка должен быть светлее, чем сам рисунок. Теперь разводим яично-желтый цвет и закрашиваем часть вот этих волос, которых мы уже сделали. Волосы будем красить в два этапа. Сначала мы их окрасим в желтый цвет. Тем же цветом делаем мазки под волосы. А сверху будут еще локоны. Используем светло-яичный желтый оттенок.
Вот теперь мы обозначили, где у нас будут волосы. И теперь, чтобы оттенить, вот здесь у нас шею нужно оттенить, переходим к более темному. Прорисуем немного край руки, а также оттеняем, чтобы это было видно, что как бы рука лежит на чем-то. После того, как мы нарисуем тени, надо будет пройтись, обвести контуры. Обводим еще раз контуры рук. Так, и сейчас мы дорисуем руку. Для этого берете очень тонкую кисточку. И вот пальцы, в принципе, сложно рисовать. Но так как мы уже все наметили, аккуратненько только делаем контуры пальцев тоненькой-тоненькой кисточкой, тем же коричневым цветом. Тем же цветом наносим контуры крыльев. Как только мы закончим с этой частью работы, обратно переходим к выкладыванию локон волос. Все время смотрите на оригинальный рисунок, так легче работать. Вот выкладываем локоны волос уже сверху. И опять закрашиваем яично-желтым цветом. С волосами у нас все. Теперь переходим к листьям. Чтобы быстрее сделать листья, лучше использовать обычный молд вот с такими листьями. Здесь мы будем делать и маленькие, и большие, и все очень быстро. Сюда мы используем маленькие листочки, как по рисунку. Выкладываем их снизу вверх, прикладывая друг на друга, используя обычную воду. После этого закрашиваем листья сначала светлым салатовым, а потом оттеняем более темным оттенком. Дальше переходим к листьям большего размера. Также начинаем выкладывать там, где они у нас должны быть по рисунку. Вот эти листья я уже немножко тональность зеленого изменила. Уже видите другой оттенок. И также выкладываем листья снизу, окрашиваем. Здесь я взяла для основы еще другой оттенок, более светлый. И сюда будем подкрашивать более темный с коричневым и желтым оттенком. И теперь переходим к венку. Здесь я уже использовала листья разного размера. Также тонируем сначала светлым, а потом более темным. И теперь переходим к крыльям. Для крыльев я использовала голубой, желтый, яркий сиреневый и коричневый.
Смотрите, здесь нету четкого цвета, идет такой перелив как бы между тонами. И вот поэтому и также сначала прохожусь голубым, вот, а добавляем уже сиреневым с переходом друг на друга. Получается уже 3 разных оттенка. А в некоторых местах прорисовываем желтым с заходом на предыдущие цвета, на голубой и на сиреневый. И желтый, если попадает на голубой или на сиреневый, он дает такой зеленоватый оттенок. И вот у нас таким образом получится такой перелив оттенков. Как только мы зарисуем крылья, еще раз нужно пройтись, обвести все контуры более темным коричневым цветом, чтобы крылья были выразительны у нас. После крыльев окрашиваем локоны волос. Они у нас должны быть рыжими, поэтому сверху мы окрашиваем, берем оранжевый цвет, такой яркий оранжевый. Благодаря тому, что мы волосы окрашиваем в 2 этапа, сначала желтый, потом оранжевый, и таким образом у нас получаются волосы живыми и объемными. Также не забываем, подрисовываем волосы возле головы как фон. После волос мы можем переходить к лицу. Самое сложное место. Но смотрим на рисунок, на оригинальный. Сначала начнем с носика. Вот просто не старайтесь много, конкретно четко нарисовать нос. Просто обозначаем. Вот берем светлый коричневый для начала. Обозначаем кончик носа. Дадим высохнуть. Для губ сначала используем глубокий розовый. Не светлый розовый, а такой глубокий розовый, но не красный. Только обозначаем верхнюю губу, нижнюю губу. Обязательно оставляем место там, где у нас белый пробел, это как бы зубки. Оставляем подсохнуть. И носик. Носик просто затушуем. Плавный переход к светлому тону. И опять возвращаемся к губам. Здесь дадим немного, возьмем темный серый цвет и создадим как бы углубление губ. Затем нам нужно также оттенить щечки. Нежный телесно-розовый такой берем, немножко темнее, чем само лицо. И теперь переходим к самому сложному, это глаза.
Я в Телеграме выставлю фотосхему именно по рисованию глаз. По схеме будет проще и легче научиться, чтобы не занимать здесь много времени. Самое основное, мы сначала наносим, там где будут у нас зрачки, наносим светлый салатовый цвет. Ободок вокруг зрачка более темно-зеленый. Просто накидываем, не старайтесь там четко, чтобы все четко обрисовать. Желательно под блики сразу оставить место, но если не получается, то потом блики можно сделать с помощью белой краски, не проблема. Зрачок у нас черный, но сначала мы рисуем темно-серым, чтобы не испортить. Потом посмотрим, надо добавить больше темного цвета или нет. Закрашиваем темно-серым. Закрашиваем темно-серым, а потом переходим к более темному. Сами контуры глаз оставляем темно-серым, а вот контуры уже зрачка я обвела черным, хотя, наверное, зря. Ресницы тоже сначала обозначаю темным серым, а потом сверху второй ряд пойдет уже черным цветом. Ставим блики белой краской. Вот здесь я думаю, что надо еще пройтись светлым салатовым цветом, сделать зрачок более выразительный. Ну и в принципе все. Главное, что я не испортила глаза, потому что говорю еще раз, что для меня лично лицо, глаза это сложно очень рисовать. Как я ни старалась, у меня все равно глаза получились, отличаются от оригинального рисунка. Там она смотрит на Божью коровку, а у меня почему-то получилось, видите, вроде как бы все вроде перерисовываешь, все равно что-то получается немного не так. Ну и теперь нам осталось прикрепить Божьи коровки, тоже используем мастику. Здесь, по-моему, уже очень даже все элементарно просто. Чтобы придать крыльям немного блеска, я использовала жемчужный кондурин. Ну, его можно наносить уже после того, как крылья полностью высохнут. Вот крылья будут иметь такой красивый блеск. Наконец-то я его нарисовала. В принципе, очень долго сидела, 5,5 часов. У нас получился красивый сказочный персонаж. Ну, я вот еще покажу вам, как будет смотреться этот торт, к примеру, с колокольчиками. Тоже смотрится неплохо. Вот просто для сравнения вам два варианта. Надеюсь, что этот выпуск был для вас полезным. Если будут вопросы, пишите в комментариях. До скорой встречи и до следующего выпуска. Всем пока-пока.